Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме вдруг, и тех, кто в записи когда-то может будет его смотреть. Продолжаем и заканчиваем сегодня наконец-то еще одного ассасина. Вот этого вот, которого внезапно мы довольно-таки быстро, я смотрю, успеем пройти всего за 3 стрима. Я ожидал, что мы будем его проходить, как и третью часть приблизительно, но нет. Казалось, 3 стрима всего лишь, хотя могли успеть даже и за 2. Если бы прям первый и второй были бы более-менее равные по времени, где-то там 4 часа или чуть больше, то у нас первый был более-менее, второй слишком, ну не то чтобы слишком, но покороче. Если бы там первый был чуть подлиннее и второй намного, то за 2 бы смело успели. Так, сейчас я пока проверяю все по традиции. Все ли пошло? Да, все пошло. Можно начинать. Так, в этот раз звук главное не забыть нормальным сделать, а то опять будет мне казаться, что слишком тихо. Все, загружаемся. С того же момента я вне стрима опять ничего не делал. Ну, мне уже как-то не сильно-то и хотелось там все эти локации опять продолжать зачищать. На какие-то 100% оно мне не особо-то и нужно. Было бы еще лишнее время, то может быть что-то там побегал. Чисто для себя, но такого не было у меня. Так что сегодня продолжаем оттуда же. Закончим сюжетку. Может что-то еще по пути посмотрим. Но вряд ли прям сильно много чего-то. Посмотрим, сколько сегодняшний стрим еще будет длиться. Мне кажется, он тоже будет довольно-таки коротенький, учитывая, сколько нам осталось до финала. Я там еще глянул не стрима опять-таки. Мне кажется, мы где-то на 2 часика максимум. Ну хотя, может мы где-то сможем растянуть, смотря как все пойдет. Мастер Кормак, какая честь, чем обязан? Остановился пополнить запасы и узнал, что здесь знаменитый капитан Кук. Есть минута? Я к вашим услугам, как всегда. Ищу человека. Капитан Луи Жозеф Готье, шевалье де ла Верендри. Мореход? Наслышан о нем и о его блистательной семье. Он мне нужен. О, кланяйтесь ему. Или... нет. Он ведь недавно ушел в плавание на восток к Антикосте. Ясно. Будьте осторожны. Я там уже бывал. Что ж, тогда желаю вам удачи. Если понадоблюсь, знайте, что я иду к берегам Ньюфаундленда. Благодарю вас. Великий магистр доволен, Шей. То, что ты сделал в Нью-Йорке, очень скоро в городе восстановится порядок. Не было там порядка, Гист. Но, может, без хода. Друг, это и не могло быть легко, но ты поступил как должен. Я все время твержу это. Мы почти покончили с ассасинами в Нью-Йорке. Эта ведьма не раз пыталась загнать тебя в могилу. Выбора не было. Я сам решил связать судьбу с тамплиерами. И мы рады этому, Шей. В противном случае ты мог бы очутиться на клинке магистра Кенуэя. Или твоем. Вот человек. Слушай, Шей, убив Хоуп, ты не только спас себя и половину Нью-Йорка от ассасинских ядов, но и определил наш следующий шаг. Цель теперь ясна. Не дать кучке этих болванов-убийц разрушить еще один город. И все это за один день. Долгий день, Гист. Боюсь, касаться бесчувственного,
Что ты узнал у покойной бабушки? Что она умнее, чем я думал. Ее уловки позволили Лаему вернуться к шевалье. Они должно быть на пути к новой святыне предтечи. Решительно до конца. Признаться, я восхищен. А я нет. Ассасины продолжат свои поиски. Они отчаянно жаждут найти частицу Эдема. Особенно теперь, когда их так мало. Так близко, капитан. Можно обойти ее с запада! Суда часто тонут у антикости. Они надеются, что никто не решится плыть по столь опасным водам. Никто, кроме безумцев, да? Берегись айсбергов, капитан. Этот человек покрыл себя позором. Алчность испортила его, и он стал угрозой для всех нас. Мы признаем лишь свои законы. Они гласят, что предательство достойно самой суровой кары. Это будет напоминание. Чтите кодекс. Разойтись по постам. Мил заслужил это! Из-за него бы тут уже кишели красномундирники! Сколько еще таких крыс шныряет по острову? Кто-то все равно за это должен был поплатиться. Как француз отчалил, капитан желчью исходит. Не думал, что скажу это Никогда ему незнакомцу. не верил. Я обязан вам жизнь. Лучше вернуться на Морриган.
Вот повезло. Черт! Корабль нашли! Сильные повреждения, сэр! Держаться! Ждем капитана! Она в щепки разобьет! Капитан! Отдать кроты! Уходим, Шей! Не имею возражений. Ставь паруса! Быстрей! Превосходство у них! Королевский флот! Я никак не привык. Вот короля Георгия расправится с пиратами. А у нас есть свои битвы. Сэр, впереди! Сливал, слева! Бой готов, сэр! Уйти было тяжелее, чем хотелось бы. Но мы узнали то, что нужно. Мы знаем, куда идут корабли де Леверенду. Не совсем. Но у нас есть способ выяснить. Эти карты сможет расшифровать Кук. Тогда курс на Ньюфаундленд. Привет. Будешь проходить эту игру на 100%? Нет, к сожалению, не буду. Сначала я пытался тут многие всякие локации собирать и исследовать по полной, но потом передумал. Так что сколько вот получилось собрать, и сколько до финала еще получится дособрать, столько и получится. Отдать кроты! Было бы больше времени до выхода Black Flag, и если бы мы уже так быстро до финала сюжетки почти что не дошли, то, может, я бы еще поплавал, поисследовал, если бы больше стримов было. А так у нас только 3-й стрим, и уже получается скоро финал. Поэтому я решился, что, наверное, на этом я остановлюсь в плане исследования и собирательства всяких сундучков и прочего. Но вот если по пути натыкаюсь, то собираю всякие там те же сундуки и шаньки, где точки обзора. А прям специально все вот такие локации исследовать я уже не хочу. Но поначалу собирался. Еще меньше разрешений не было? Ну так ты заходи на отдельный, нормальный стрим, а не на шорт-стрим. Сэр, впереди! Если ты не с телефона, то, понятное дело, разрешение будет стрёмное. Так-то это для телефонов задумано вообще-то. Мастер Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы де Леверендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Занятно.
Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Деля Верендрик? 100% ачивок. Я просто надеюсь, что я не один такой шизанутый и решил всех ассасинов на 100% ачивок выбить. Ну, я, по крайней мере, лично таких не знаю, кто прям всех ассасинов. Ладно, там несколько самых любимых. Ну, прям всех-всех. Даже всякие вот эти вот Одиссеи и Вальгаллы. Там же с ума сойдешь, наверное, пока все соберешь. Они же капец здоровенные игры. Да, к сожалению. Мне не следовало бы Не, доверять я на 100% ачивок друзьям, связанным с таким не подлецом. собираюсь. Бог, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи, исследователя, раздвинувший границы известного мира. Я мало общался с ним, но мне кажется, он вспыльчивый человек. Господи, Пузо, что ты такое несешь? И тебе привет, собственно, но такое себе начало, такое себе приветствие, если честно, у тебя только что был. Нашел девушку. Где? На улице подобрал, как бродячую кошку, или по-нормальному? Вежливый способ сказать, что... Так, стоп. О, Торный выродок. вот так вот. Его действия опережают слова. Слышал это? Пушки. Глубоко в тумане. Это Дела Верендри? Возможно. Экспедиция секретная. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Так, секунду еще раз. Ну, еще на 4 года мне старше. Ну, реально джекпот. Ну, жизнь покажет. Потом как-нибудь расскажешь, когда какое-то время пройдет, как там успехи будут. И будут ли. Так. Все. Кое-что себе тут поправил. Тут человек! Думаю, впереди! У меня сейчас копилочки Assassin's Creed Revelation, Assassin's Creed Odyssey, Unity, Liberation. Сейчас прохожу третью и страдаю. Вау. Не представляю, как ты в Одиссее 100% закрывал. Хотя, не знаю, может там легкие какие-то ачивки. Я просто знаю, что это жесть здоровенная игра. Там контентом рехнуться можно. Все это зачищать, это прям вообще. Также косо смотрю на Вальгаллу и надеюсь не страдать там. Не заставить там на год. Надейся. Лишь бы не слишком поздно, потому что мы сильно отстаем от них. Но нагоняем. Ориган не подведет.
Ай, как больно. Айсберг. Ай-яй-яй, не надо мне Титаника. Не надо нам Титаника, не надо. Боже, какие неповоротливые. Жесть, всю хпшку мне снесли. Почти. И, возможно, скроет от врага. Бросок! Почему стрим в формате шортс? Потому что это и есть шорт-стрим. У нас есть еще отдельный полноценный нормальный стрим. Зайдите на канал, там есть 2 стрима на выбор. Не знаю, надо будет что ли ссылку прикрепить. Где они? Где-то в Это радиусе почти на каждом стрельбы! стриме. Люди удивляются, что с разрешениями и что за дела. Название же написано шорт-стрим, поэтому логично, что он в формате шортс, как бы. Даже Джек Воробей здесь есть. Где? Где Джек Воробей? Одиссея на самом деле очень простая, ачивки легкие. А, ну тогда ладно. А закрывать карту на 100% можно под видосики с ютуба. Ну тогда ладно. Забыл еще написать про Assassin's Creed 4. Ее тоже закрыл на 100%. И это пока что вторая самая душная игра по закрытию ачивок. Интересно, как ты будешь себя ощущать, когда будешь ремейк перепроходить тоже на 100% ачивок? И будешь ли вообще? Сори, брат, просто YouTube продвигает именно шорт-стрим почему-то. На то и задумка, так и задумано, собственно. Раньше у меня не было шорт-стримов на канале, только обычные классические. А сейчас появилась возможность и это тоже запускать. Поэтому у нас теперь и классический, и шорт-стрим, и еще на Твиче стрим. Короче, 3 стрима у нас идет прямо сейчас параллельно. И продвижение, грубо говоря, тройное. На то и задумка. Значит, работает. Привет, кстати, всем, кто Это кречет. подходит. Надоел, босс? Для Беренбритов, а вы надо держать. Добровольцев не само. Я-я-я-я. В смысле мимо? Буду проходить ремейк, уже предзаказал, надеюсь, что изменений внесу достаточно. Я тоже надеюсь. Хоть я и оригинальную четвертую часть не решился проходить, потому что для меня сразу 2 Black Flag в таком скором времени это слишком, поэтому я выбрал только один, только ремейк. Но я тоже надеюсь, что там будет много всякого нового, потому что это одна из моих любимых частей все-таки. Я ее давно уже проходил, но я помню,
Одна из любимых точно. Отсюда мы можем... Мортиры закончились. Айсбергу конец! Огонь! Блин! Еще парусов! Больше парусов давай! Огонь! Лыбельда, конец! Разнеси айсберг, От бури! Блин! Блин, эти айсберги задолбали мешать. Привет, Азель. Здравствуйте. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Огонь! готов к бою, сэр! Блин! Спустить бомб-рамселя и марселя! Рамселя убрать! Еще парусов! Проклятье, промазал! Черт, мимо! Паруса! А я сразу с едой. О! Вот это человек. Вот это. Нормально. Сразу с подготовкой. Сразу готов ко всему. Готовы стрелять, сэр! Огонь! Что с кораблем? Пропало ядро! Капец, он жирный, 100 лет его Паруса! долбить приходится. Еще мортиры закончились, все закончилось. Повреждения! Дайте знак, Кэп! Айсберг уже тонет! Нас попали! Дайте знак, Кэп! Меньше ход! Рамселя убрать! Живо! Почти. Отлично. На абордаж. От ветра! От ветра! Вперед! Отлично! Можно идти на абордаж! И получите повреждений. Убейте Делавей Виндрик. Можно его прям с этой штуки убить. Хотя это не эпично, не красиво. Там же нет условий. Нет, просто не получите повреждений. Ну тогда я лучше его по традиции своими руками. Ах вы мерзавцы. Ну такое мне эпичное убийство от воздуха испоганили. Мы еще и тут не можем залезть наконец. Думаешь, одолеешь меня, Шей? Уже одолел.
Ну, огородник, все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Что за черт? Ахиллес с Илаем отправились на север! Хоуп была права. Я сумел отвлечь внимание. Народ, не забывайте лайки ставить, это помогает продвижению стрима, его записи, по себе знаю. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. За рекламу. Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... познавательно. Да, беда идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества? Ведь так? Об этом не принято говорить вслух. Это вам пригодится. Де ла Верендри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас. Что, хороша водичка, а? Гроты по ветру! Ух ты. Это чё? Легендарный корабль. Нет, спасибо. Мне хватило только что вот легендарного корабля и драки с ним на полчаса. Что с камерой только что было? Так, я так понял, разговоров не будет по пути, но тогда я просто телепортируюсь. А, туда нельзя телепортироваться, ну тогда. Все, вопрос отпал сам собой. Запивай. Yeah. Me boy, so handy. Why can't she be so handy? Oh, handy, me boy, so handy. Oh, up aloft, this yard must go. Handy, me boy, so handy. Oh, up aloft from down below. Handy. Главное, что в ухо никто не говорит. А уже говорили. Ты просто зашел вовремя, когда они почему-то решили помолчать в этот раз, пока мы плывем. Оу! Bound round the horn through the hail and rain. Handy, me boy, so handy. Sing and haul and sing. Handy, me boy, so handy. Oh, up aloft this yard will swing. Handy, me boy, so handy. Hey, up aloft that yard must go. Handy, me boy, so handy. For we are upward bound, ye know. Handy, me boy, so handy. A handy ship and a handy... Бортом добыча, сэр! Великий магистр? Де ла Верендри мертв. Координаты у меня. Я знаю, куда направляются ассасины. Что ж, поспешим. Погнали. Великий магистр. Думаешь, они нашли еще одну Дальний святыню север. Предтеч? Мир пока не рухнул. Если и нашли, то еще не трогали. Как благородно. Время еще есть. Мастер Гист, ждите. Я пойду с шеем. Сэр, при всем уважении, вы уверены? Как великий магистр Ордена я должен довести это дело до конца. И увидеть, как падет братство Ахиллеса.
Если ассасины и вызовут землетрясение, жертв хотя бы будет немного. Я в любом случае не позволю вашим бывшим союзникам уничтожить святыню. Вчера на какой-то стрим по Nine Souls зашел, а сегодня я столько всего про мать разработчика узнал, даже дотеры столько не рассказал. Было Понятно. бы красиво, не будь так чертовски холодно. Осторожнее. Кое-где лед совсем тонкий. Ну, может у него или у нее прошлая дотерская жизнь прям вышла наружу по полной программе. Ох уж эти знатки про матерей, Ахиллес привел немало людей. всех и вся. Не думаю, что он полагает, будто все выживут. Это жестоко. Но их все равно больше. Будем держаться тихо и не станем лезть в драку. Ассасины вряд ли тебя узнают. Пойдем, нанесем им визит. Магистр, вы где? А почему бы просто не заставить их повеселиться между собой там? А тут нигде не подняться. Ну, тупик, ну зашибись. Уверен, что так есть. Я там не осмелился в чат написать, споря со странными аргументами не в пользу игры. Это делали другие люди, про которых ему тоже нашлось что сказать. Ой, как хорошо, что я таких людей и таких стримеров вообще не знаю и к таким никогда не захожу. Просто вот только из твоих слов мне уже прям не по себе стало, как-то неприятно. А если бы еще пришлось с такими общаться, то это вообще неуютность максим... Ну, мистер, великий магистр, ну что вы делаете? Спасибо за помощь, конечно, но я там стрельнул в этого берсерком, чтобы он тут всех расстрелял. Великий магистр решил по-своему все сделать. Ну, как хотите. Ну, хотел по-красивому, но получилось, как захотел великий магистр. А этим лучше знает. Так я и ничего против не имею. Батя лучше знает. Иди, Шей! Я найду другой путь. Слушаюсь, сэр. Ох уж эти их переключения, то иногда прям на «вы» друг с другом говорят. Великий магистр, сэр. А иногда прям на «ты» переключаются как дружбаны какие-то. Это забавно немножко выглядит. No business up here! No, 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 no.
Ну да, конечно. I have him in my Так и знал, что надо было с тобой разобраться первым делом. Ау. Match up with you one way or another. Mark my word. Oh, you can't slip away from us, you mangy dog. There he is. I can't see him anymore. Get down here. Извините, я прохожу мимо. Bill, he's getting away. Ой, опять эти мигалки. Я их еще хорошо запомнил с этого Ассасина про Индию, где мы там от слонов бегали. Ну, а точнее, вот эти штуки светящиеся там тоже во всяких этих храмах были, и я там немножко бомбил те моменты, это я запомнил хорошо. На людях партнеры, наедине друзья. Ну, все понятно. Не понравились храмы? Или сложные были? Не понравился паркур. Собственно, как... Ау. Как и в Силксонге. Эти паркурные моменты, там они тоже были довольно-таки похожие. Да что ж такое? Я уже думал, никто не играет в Assassin's Creed. Нет, кто-то играет. Кто-то решил перед выходом ремейка Black Flag поностальгировать и некоторые части перепройти. Как же медленно. Как же плохо. Плохо. Путь боли в Ассасине. Ну, на минималках. Но слон это была вершина просто той игры. Не знаю, был ли ты на тот момент этого стрима, или тебя тогда не было, не помню. Но слон это прям... Да. Это главный мем того стрима, той игры. Собственно, поэтому этот мем так и остался у нас на долгое время на канале. Про слона. Нет, этот мем без меня появился. Очень жаль. Так, великий магистр уже вперед меня успел сюда добраться. Каким-то образом. А вот и они. Это яблоко? Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял! Ахиллес, это не оружие предтечи, а средство сохранить мир! Всех этих бедствий могло и не быть! Послушай ты меня тогда! Ты все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей, ты предал братство. Ахиллеса и меня. Что я слышу от стрелявшего мне в спину? В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лаю нет.
Ну, конечно. Ой, случайность. Ой. Все как всегда. Ох уж это драма семейная. Ни одной игры не обойдется без драмы у нас, я смотрю. Никогда такого не было. И вот опять. Зачем ты притащил чертов манускрипт и шкатулку сюда, Лайон? Шкатулка безопасности, Шей. Шевалье об этом позаботится. Тебе ее не найти. Ай-яй-яй. Я нашел ход, Шей. Это ты? Да я же был за укрытием, алло. Я отойду. Окей. Вы играли в игру Crimson Desert? Один стрим. Один стрим поиграли, заценили, посмотрели на нее и что-то я не захотел ее дальше проходить. К счастью или к сожалению. Но я хотя бы своими руками ее протестировал, заценил. Мне жаль. Это ты сделал? Отвечай. Мне пришлось. Нет, ты это выбрал. Ну, не успел, конечно. Не зашло? Ну, там по многим причинам. Были и хорошие моменты, приятные, красивые в игре, но и были минусы. И минусов было не то чтобы прям мало. Поэтому я решился оставить ее пока что. Может быть, в будущем еще к ней вернусь, но пока что все. У меня с ней. До этого я просто всякие видосы видел только по ней, а тогда я уже прям своими руками потрогал и вот уже для себя понял на практике, что там да как. Везучий. Скотт. Скотт. Сколько раз повторять, Лайм? Удача — это миф. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того стоило. Просто я тоже видосы видел, вот и думал. Думаю, может поиграть в КЗ. Но сюжет мне там вообще не понравился, управление тоже вообще не понравилось. Квесты тоже не очень понравились. Зато графически и открытым миром мне все очень понравилось. Все там довольно-таки красивое, такое эпичное, просторное. Еще с технической составляющей она пока еще довольно сыроватая, хотя уже немало патчей вышло. И уже она все равно получше, чем была на выходе. На выходе она вообще была ужасная. Но все равно мне показалась она
не Почему? прям идеально. Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Эх, а если бы его тут сейчас убил, не было бы Конора. В плане, как ассасина. Все могло бы быть совсем по-другому. Спасибо, что предупредили. Ну, ты можешь все равно поступить как я, и своими руками все равно заценить, потому что одно дело видосы смотреть и чьи-то мнения слушать, а другое дело, когда сам поиграл там, парочку часов заценил, что да как. Потому что многие, я знаю, очень прям балдеют от этой игры, и им все вообще нравится. Тем более еще с того времени, как я стримил, может там еще парочка патчей вышла, и еще там ее подулучшили. Может она теперь вообще уже нормальной стала. Не знаю. Вот так вот. Не забывай, что здесь случилось. Не забуду. А вот мир забудет. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь предтеч подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может, и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Я рад. Невероятно. Кто бы мог подумать, что Шей так силен? Опять мы в современности. Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Отлично. С Шеем, значит, мы закончили. Осталось только в современности тут дела доделать. А именно, тут я хочу еще некоторые компьютеры вот эти пооткрывать. Чтобы всякую полезную, интересную информацию дослушать. Так, а еще... Я помню, в прошлый раз мы какой-то тут файл открывали, и он не заработал. Может, сейчас заработает? О, да, работает. Франсуа Макандаль спас То в прошлый раз Батиста от звука не рабства было почему-то. и ввел его в так называемое братство. Макандаль был жестоким наставником. Одержимый идеей освобождения рабов, он нарушил свою клятву, убивая знать. Обычно ассасины благородны в своих заблуждениях. Макандаль был не из таких. По дальновидному совету Мадлен де Лиль, тамплиеры в назидание прочим публично казнили Макандаля в 1758 году. Его жалкое подобие братства быстро развалилось. Когда его друг детства Агате сбежал в Луизиану, Батист понял бессмысленность пребывания в братстве Макандаля. Мадлен увидела потенциал Батиста и приказала тамплиерам заключить с ним сделку. Она гарантировала Батисту членство в Ордене, если тот выманит Агате и убьет его. Батист был убит ассасином Авелиной де Гранпре. Но его путь наглядно показывает превосходство идеалов тамплиеров над терроризмом ассасинов. Так, у нас тут был Хейтем, Батист и Аль-Муалим. Пока что.
Так. Комната охраны тут еще какая-то. Скучно, Так, вы Гачу. ничего не скажете мне больше? Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. Приказ есть приказ. Так, ну планшетики я все-таки... значит вход только по пропускам? Планшетики я собирать не буду. Ходить тут искать. Знает где они. Вот компьютеры. Попробую все пооткрывать. Там довольно-таки интересная информация иногда бывает. А, нам надо 3-й уровень. Я думал, он у нас уже есть как бы финал, а у нас все еще не 3-й уровень. Как так-то? А, еще там один. Там тоже 3-й уровень, походу. Ну да. Ладно, может сейчас дадут. Правда, зачем он мне уже под финал? В качестве награды за твои услуги О! я даю тебе 3-й уровень доступа. Да вы что? Отныне для тебя открыты все двери. А нельзя было это сделать минуту назад? Давным-давно благородной целью ассасинов Перед тем, как я сел в был лифт. мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную свободу. Обратно. А то сейчас мы, если сюда пойдем, то тут уже будет финал, походу. А я хочу компьютеры все открыть. Все равно сегодня стрим короткий, я смотрю, будет, поэтому... Чё нам куда-то спешить? Так, секундочку. Такс. Привет, Евгения. Ой, Азель вернулся. Слушаю. Почему Вайолет да Коста исключили из группы Сигма? Я перераспределяю ресурсы в соответствии с обозначенными приоритетами проекта «Феникс». Проект Феникс? Группа Сигма лучше подходит для охоты на ассасинов. Оставьте поиск артефактов в группе Дельта. Эти артефакты позволят секвенировать ДНК первой цивилизации. Справимся с этим, и ассасины станут для нас даже меньшей угрозой, чем сейчас. И все же нельзя растрачивать навыки агента да Коста на Abstergo Entertainment. Прошлогодний провал проекта «Образец-17» показал, что Abstergo Entertainment не так проста, как мы думали раньше. Это идеальный ресурс для поиска новых частиц Эдема. Это слабое звено, которое раз за разом используют наши враги. Еще один повод, чтобы Дакоста поработала над защитой их облачного сервера. Мы уверены, что Мелани Ламей не облажается, в отличие от Оливье Гарно.
Приглашать в наши ряды гражданского тоже не лучшая идея. Время покажет, кто из нас прав. Впрочем, мисс Лемей уверенно решила проблему с Джоном Стэндишем. Благодаря ей мы узнали о мудрецах. Одним этим она помогла проекту «Феникс» больше, чем вы. Она также продолжает игнорировать присутствие орудий первой воли. На данный момент эти психи нам даже полезны. Они ценный и дешевый источник артефактов. Если они внезапно станут для нас угрозой, расправимся с ними так же эффективно, как в свое время с ассасинами. Нельзя дать ассасинам восстановить силы, это тактический просчет. Нужно атаковать сейчас, пока они уязвимы. Мы ценим ваши знания и увлеченность, мистер Берг, и учтем ваши опасения. А пока собирайтесь, вас ждет напряженный год. 10 из 20. О, то есть мне еще 10 надо найти. Я думал, их меньше. У меня скоро снова жарко будет. Ну вот. У меня, к счастью, пока что начался период вот опять более-менее свежей погоды. 20 чем-то максимум. Уже не 40, не 30. Уже прям нормально. Но не факт, что в будущем еще обратно эта волна не вернется. Это еще почти 2 месяца лета впереди. Как бы. Отчет. Проект «Феникс». 1 ноября 2013 года. Агент Дакоста сообщила мне о зацепке в поисках бриллианта Кохинур. Копия хранится среди драгоценностей короны Англии, но оригинал, одна из частиц Эдема, утерян уже много веков. Джо Цура, программист компании Майсортек, которая по заказу Abstergo Entertainment разрабатывает анимус для азиатского рынка. Устройство Брахмана. Он связан с Сиабхан Дхами, сестрой Джхатсхипа Дхами, известного ассасина. Может ли братство использовать устройство Брахмана для поисков Кохинура? Пока доказательств мало. Я решил использовать местные отряды Abstergo, а не группу Сигма. Обновлено 3 ноября 2013 года. Джо Цура был похищен у Dreamland Studios в Мумбаи. Его затолкали в фургон Сиабхан и Джхатсхип Дхами. Опасения подтвердились. Боже, я бы это не выговорил, наверное. Ассасины используют генетическую память Джо Цура, чтобы найти Кохинур. Я разрешил солдатам Abstergo атаковать и уничтожать ассасинов, проинструктировав сохранить устройство Брахмана в целостности. Лечу в Индию. Обновлено 4 ноября 2013 года. Прибыл в Индию слишком поздно. 2 стычки между ударным отрядом и ассасинами. Тело Сиабхан Дхами было найдено на месте первой, но сильные повреждения не позволили извлечь генетическую информацию. Нашел устройство Брахмана на месте второй стычки. После изучения генетической информации заключаю, что род Цура оказался тупиковым. Ни одна из сторон не знает, где Кохинур. Джхатсхип Дхами скрылся, а значит, мы должны внимательно отслеживать деятельность ассасинов в Индии. Дело закрыто. Приступаю к новому заданию. Группа Сигма. Так, следующий компьютер. Adelina de Grandpré. Информацию о жизни Харлана Каннингема было трудно достать.
поскольку Гэвин Бэнкс подчистил все данные о том, кем был Каннингем до вступления в братство. Мы смогли собрать о нем хоть что-то, лишь благодаря выдающимся навыкам агента Дакоста. В старшей школе Каннингем признался в гомосексуализме. Это разрушило его спортивную карьеру. Он покинул Техас и направился в Европу. Каннингем был завербован братством во Флоренции под руководством опытного ассасина Адриано Маэстранци. Маэстранци взорвал бомбу, защищая базу во Флоренции от группы Сигма в 2012 году. До взрыва погибло 3 ассасина, но группа Сигма была полностью уничтожена. Выжить удалось только Каннингему и мне. Последний раз Каннингема видели в Роттердаме в компании Аранда Шата, экс-чемпиона по боям без правил, чья карьера пошла под откос, когда он объявил о том, что он гей. Очевидно, что Каннингем стал наставником Шата в делах братства. Несмотря на прекрасную физическую подготовку, Шат не годится на роль ассасина. Он не умеет быть незаметным и может легко скомпрометировать братство. Недавно Каннингем похитил частицу Эдема с объекта Абстерго в Роттердаме. В ходе операции Шат нападал на сотрудников Абстерго в городе, чтобы отвлечь внимание от наставника. Группе Сигма удалось вернуть артефакт, но Каннингем и Шат сумели скрыться. Я не позволю Каннингему уйти от меня в 3-й раз. Это что-то на уровне записок, но интересно. Да, мне это намного интереснее, чем реально вот эти огромные записки с кучей текста. Так, там еще 2, 4. Всем привет. И тебе привет. Там 4 еще где-то, значит, должны быть, может, в подвале как раз. Или на этаже руководства, может быть, например. Сейчас все компьютеры довзламываем, да узнаем всякую полезную, интересную информацию и походу можно идти на финал. Насколько я помню, там больше ничего такого и нет. Да, тут еще один. Шея мы уже разобрались, осталось только тут в современности доразобраться до конца и все. Юнона, порождение первой цивилизации, появилась в Нью-Йоркском храме в декабре 2012-го. Она не имеет материальной формы и существует в цифровом виде в облаке Абстерго. Для достижения своих целей она использует 2 типа людей. Первый — это некая сущность предтеч, которая вселяется в случайных людей. Их принято называть мудрецами. Юнона также управляет группой людей, известной как инструменты первой воли. Они считают, что цель человечества в служении первой цивилизации. Первая воля стала для Абстерго простым способом сбора частиц Эдема и других артефактов. Но полагаю, что верно и обратное мнение. С помощью наших ресурсов они ищут предметы для собственных целей. Им нельзя доверять. Пока мы можем лишь следить за ними, чем и занимается Дакоста. Не знаю, чего хочет Юнона. Однажды она пыталась вселиться в человеческое тело, но, похоже, в нематериальной форме ее сила больше. Агент Дакоста опасается, что если человечество когда-либо станет одним целым с машинами, Юнону будет не остановить. Как ни странно, именно Абстерго двигает нашу цивилизацию в этом направлении. Блин, прикольно, что вот про Юнону, про лор в целом еще современности хоть что-то тут рассказывается.
после третьей части. А то в третьей части, как Дезмонд помер, то современности, конечно, стало намного меньше интересной, но хотя бы тут вот в Black Flag, в Изгое, чуть-чуть в Unity, в Синдикате все еще продолжается вот этот лор, хотя бы всякими голосовыми вот этими записками и прочими разговорами. Но хоть что-то знакомое продолжается, а потом уже в этих всех Одиссеях там уже вообще что-то другое, что-то новое началось. Вообще забыли тут о всяких юнонах и о всем вот этом вот. Вообще в другую сторону как будто пошли. Как и Хейтем Кенуэй, Дэниел Кросс произошел из рода ассасинов. 2 поколения семьи Орловых служили братству. Наркозависимость Дэниела и психоз от злоупотреблений анимусом не умаляет его достижений во славу Ордена. По настоянию Уоррена Видика, он был внедрен в братство, заручился его доверием и встретился с наставником. Под влиянием подсознательной программы он убил наставника и начал первую великую чистку нашего времени. Аль-Муалим, Харас, Валис Эль-Традат, Батист, Дункан Уолпол, Хейтем Кенуэй, Люси Стилман, Дэниел Кросс. Вот лишь несколько ярких примеров того, что я всегда чувствовал. Всегда найдутся ассасины, готовые отречься от братьев и служить нам. Но лучше всего эту истину воплотил в себе Шей Кормак. И ассасинам пора принять этот болезненный факт. Так, и про Кросса тоже теперь видосик посмотрели. А я вот на море вообще ни разу не был. Никогда. Да и в целом последний раз хоть где-то отдыхать на каких-нибудь там речках, озерах тоже уже несколько лет не был. Ой, блин, это уже выглядит как будто посложнее. А, нет, повезло. Не желаете объяснить, что произошло в Париже? Гэвин Бэнкс с командой ассасинов уничтожил вашу лабораторию. Эта лаборатория была полностью засекречена. Как они ее нашли? Бэнкс связан с Шоном Гастингсом и Ребеккой Крейн. А они, в свою очередь, уже проникали в Абстерго. К тому же, это непростой боец ассасинов. Он использует данные. Они нашли способ подключиться к серверам Хеликс. Ничто больше не засекречено. В этом месте занимались изучением мудреца, которого мы нашли в том году в Монреале. Если бы я знал об этой лаборатории, группа Сигма могла бы ее защитить. Был ли контакт с группой Бэнкса? С Соркиным мы следили за ним от Парижа до Ля-Рошель. Там их ждал корабль. Мы вступили в бой, но их было больше. Соркина зарезал ассасин. Насколько мы знаем, ее зовут Галина Воронина. И вы дали ему идти? Послушайте, я учился убивать ассасинов, но вы распустили мою группу и отправили на другой конец земли черт знает зачем. Я предупреждал, что так будет. Знаете что? Возможно, я просчиталась. Я даю вам разрешение собрать группу Сигма. Мне нужна Дакоста. Невозможно. Она все еще в Монреале. Неприемлемо. Я извинилась, Берг, но поймите, это уже слишком. Главное сейчас искать новых мудрецов. Альваро Грамматика говорит, у Мелани Лемей есть какие-то неплохие зацепки в Монреале. Когда Дакоста освободится?
Она опережает расписание работы над системами безопасности, но Хеликс не дает покоя ассасинам, эрудитам и даже существам первой цивилизации. Так что было несколько накладок. Здание охраняется? Да, охрана там есть. Пошлите меня. О, мне казалось, такие простые задания вам не интересны? Мне в команде нужна Дакоста. Если здание под ударом, я должен знать, что охрана надежная. Я усилю защиту своими методами. Ну что ж, начну готовить необходимые документы. Вы, как и Дакоста, консультант Abstergo Industries. Помогаете им приспособиться к новым правилам и протоколам. Да, в Париж стоит направить больше агентов. Мне кажется, там еще скрываются ассасины. Скучно до чертиков. Но приказ есть. Приказ, а мне приказано стоять тут. А так? Нет? Почему нет? Либо в этом, либо Так. вот этой комнате как Почему не раз работает? начиналась современность в Black Flag. Потом нас Мелани отсюда забрала, и мы пошли по вот этому коридору наверх. Все в стихах М. Малюсенькая ностальгия. Мне кажется, в ремейке это уже вырежут. Уже не будет там этого момента. А очень жаль. Мы их зажали. Соркин добивает тех, кто пытается бежать. Хорошо, начинайте вторую фазу. Всем отрядам есть приказ. Вторая фаза. Повторяю, вторая фаза. Ломайте двери! 3, 2! Адриану Маэстранци! Я пришел за тобой! Что там у него? Виттория Агли Ассасини! Бомба! Берг! Группа Сигма, кто-нибудь ответьте! Вот это жесть. Так, это 16-й, вот тут 17-й, еще 3. Ну, мне только остается варианты, что они где-то в подвале, как раз эти последние 3 будут. Компухтера. Так, а планшетов у нас найдено 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18. Но еще много не нашли. Ровно половину, собственно. Ну, планшеты, как я сказал, уже не буду бегать собирать. Они могут быть где угодно. Мы с форумом уже договорились, чтобы он прошел твою игру? Ну, я бы попробовал, когда она там выйдет прям полноценно. Не знаю, на стриме ли, или чисто для себя. Так, как бы тебя тут раскрутить? М. Вот тут мы что-то надолго уже застряли по сравнению со всеми остальными случаями.
Допустим. Нет. Почти. Господи, одной штучки не хватает где-то. Все остальные быстро так проходились, и тут надолго прям. Господи. Это жесть какая-то. Допустим. Допустим. И опять одной фигни не хватает. О, господи. Можно скипнуть. Так близки и так далеко. Жалко, подсказок нет. Я бы нажал кнопочку пропустить эту загадку, и чтобы скипнулась она. Вот где тот случай, знаете, который, как всегда бывает, просто наугад что-нибудь тыкнул туда-сюда, туда-сюда, и оно само прошлось. Иногда так везет и так получается, а вот когда надо, то, блин, можно застрять на целый день.
Господи. Ну реально, так близко и так далеко. Он будет твоим фанатом. Кто, я? В ремейке вырежут все, кроме донатов. Будет чисто окно, чтобы задонатить без игры. Наугад не получается уже? Не-а. В прошлый раз получилось, я в прошлый раз тоже думал, что, блин, что-то выглядит довольно сложно. А потом раз-раз и наугад прошлось за 2 секунды. А вот тут так уже не работает. Тут уже надо подыскивать подходящую комбинацию. Ой, фигня полная какая-то. Вовсе не 10 минут сидим. Ничего страшного, сидели 7 часов с Кармелитой и нормально было. Никто не жаловался. А кто жаловался, того чулан. Блин, вот одной штучки постоянно не хватает где-то. Да, в моей голове ты будешь фанатом игры Азеля.
Может и не в голове. Может быть. Надо дожить. И все будет видно. План должен превратиться в жизнь. Великие планы строим, бугага. Что ж такое? Что ж ты будешь делать? Да елки-палки. О, Господи, аллилуйя! Всего лишь 10 или 15 минут посидели. Подумаешь. Срочное сообщение всем оперативникам группы Сигма. Ассасины украли артефакт из нашего хранилища в Роттердаме. Место сбора 51.887107 и 4.559017. Быть там в 6 утра по местному времени. Опоздавшим смерть, так что торопитесь. Слушайте, отбросы. В городе сейчас действуют 2 ассасина. Цель номер 1. Харлан Каннингем, единственный выживший после разгрома ячейки во Флоренции нашим бесстрашным вождем. Он украл шкатулку предтеч и скрылся. Цель номер 2. Аранд Шат, бывший чемпион по смешанным единоборствам, ученик Каннингема и его любовник. Как романтично. Он отвлекает внимание, убивает наших агентов-тамплиеров на объектах Абстерго. Соркин, бери группу Сигма и за Шатом. Каннингемом я займусь сам, заодно достану артефакт. Не хотелось бы отпускать вас одного, шеф. Я хочу разобраться с ним лично. Группа Сигма, будьте все время на связи с Вайлет. Выполняйте! Соркин, идиот! Только не 1 на 1! Отступайте! Получай! Моя пушка! Снайпер 1, снимите? Нет, он использует Соркина как живой щит. Он же нас поможет! Стреляйте! Попал в Соркина. Дымовая бомба, ничего не видно. Черт! Он ушел! Внимание! Тащите свои задницы к точке эвакуации! Быстрей! Просто пристрелите меня уже. Я видел тебя во сне. Мило, но у меня есть пара. В этом сне ты погибаешь во Флоренции. Что тут скажешь? Я слишком упрям. Привет, милый! Черт! Нельзя бросать шкатулку. К черту! Я убил Привет, половину милый. Сигмы. Валим, пока можно! Увидимся в твоих снах, Берг. Хреновое шоу. Собери нужные аудиофайлы и отправь Летиции Ингланд. Пусть это убедит ее разрешить охоту на ассасинов. Вот это у них там шутеры прям какие-то творятся. Я бы на такое посмотрел. Так, все. Тут и тут. Все активировано. Идем в подвал. Там, по идее, последние компы должны быть.
Стрей вот прошла недавно. Стрей это игра про котика-то, насколько я помню. Или нет? Или это что-то другое? Да, котик. Ну, у нас где-то через месяц-два твоя игра про котика будет намечаться. Кто в курсе, тот в курсе. Дьявол, что такое? Маленькая неполадка. Окей. Вот, следуй за этими огнями. Обещаю, пойдешь на свет, не умрешь. Ну, я верю, конечно. Разве я тебя подводила? Иди за огнями. Маленький хоррор начался какой. Скорее, болванчик. Все зависит от тебя. Коммуникатор должен заработать. Братство ассасинов еще существует и по-прежнему преследует свою глупую цель. Я Комната охраны. А где последние 3 компьютера? Тамплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Ой, какие мы пафосные. Я тамплиер. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Так. Тут вроде все не так сложно выглядит. Ну, слава богу. Защитите мир от Ubisoft. Отто Берг, звезда тренировочной А ведь точно, ну это явно не Nine Souls. Давай Не. покажи, на что способен ты. Там у нас не Выскочи. котики, там собачки. Как скажете, мастер Кросс. Шутка. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои. Понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки. Они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Ты превзошел все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. А, точно, все-таки с Шеем у нас там еще осталась маленькая миссия. Прям конечная, а то я думал, у нас уже все с ним. Значит, нет. Время действовать. Время. В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю их всех до единого. И убью. Но просто смерть — это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Выведи его. Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу,
чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако, история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Что-то какие-то флешбеки они нам сделали. Все, что происходило на протяжении всей игры. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Ой, как неожиданно. Ага, а вот и два последних компьютера появились. Вот и замечательно. Я на днях Энна прошел, хоть и прохождение смотрел, попытался все ачивки выполнить. Что-то вроде знакомое. Но чтобы прям быть уверенным, надо загуглить. Что за игра? Так, планшетиков нет. Итак. Хорошо. Дункан Уолпол быстро приближался к титулу мастера-ассасина. Я даже забыл Но про братство него. решило послать его через океан в Вест-Индию, вместо того, чтобы пестовать его потенциал. Ничего, в ремейке вспомнил. Дункана приметил Лауреана Торрес, бывший губернатор Кубы и великий магистр тамплиеров. В переписке Торрес предложил ему менее жестокий способ достижения их общих целей. Использование артефактов предтеч для слежки, а не для убийств, так поощряемых братством. Увы, до того, как тамплиеры раскрыли его потенциал, Дункана убил пират. История Дункана печальна, но она доказывает, что несмотря на стремление тамплиеров к миру и порядку, им не чужды идеи личного успеха. Какие люди? Ага, чуть-чуть Black Flag все-таки вот нам показали. Самую кроху. И последний компьютер. Да, я говорил уже просто про нее. А, это про нее ты говорил. Я помню, ты про пиксельную какую-то игру говорил и еще про одну. Классная игра, на самом деле, хоть и крайне абстрактная. Анимации, господи, очень приятные. Но, мне кажется, я о ней слышал и видел, может, но надо будет просто удостовериться. Она ли это? Вот и все, последний. Только один компьютер тут был, на котором мы прям надолго застряли, все остальные довольно быстро проходились. Шон Гастингс, профессор университета. Его хобби — узнавать секреты Абстерго. Едва не был убит агентами Абстерго. Шон? Был спасен Ребеккой Крейн, Наш хакером-ассасином. Булка Шон. С тех пор они всегда были неразлучны и обеспечивали поддержку полевым агентам ассасинов. Гастингс и Крейн проникли в монреальский офис Абстерго в конце 2013 года и похитили оттуда секретную информацию. Неизвестно, кто загрузил вирус на серверы Helix. Они или другие хакеры, которые воспользовались оставленной лазейкой.
Способности Ребекки Крейн не стоит недооценивать. Она автор Анимуса 2.0, аналога устройства Уоррена Видика. По всей видимости, это она построила для ассасинов новую, более защищенную сеть. Судя по всему, Крейн и Гастингс заняли высокие посты в Братстве. По слухам, они руководят хакерской группировкой под названием «Посвященные» и переманивают хакеров на сторону ассасинов. Но она не пиксельная, там перемешку 3D и рисовка. Так еще и в Стиме бесплатная. Ну тогда, конечно. Все, 20 из 20. Красота. Жаль, что он тут только в записях. Да. Я уже об этом говорил на прошлых стримах. Прям мега жалко, что они вообще забыли и забили на вот наших старых знакомых. Там отца Дезмонда, Шона, Ребекку. Последний раз мы их видели, наверное, в каком-то синдикате или Black Flag. И то прям на пару минуточек, наверное, и все. А потом вообще забыли о них полностью. Мега обидно. О, кто-то пиццу кушал. И планшетик. 11 из 20. Ну, сколько смогли, столько собрали. Идем на финал. Так, а тут тоже закрыты, как и все остальные комнаты. Ну да. Русификатор, правда, отдельно устанавливать, но в целом того стоит. Ну, хорошо, что он есть хотя бы. Я уже иду. Уже финал, только сейчас название увидел. Ага. Представь себе. Стрим всего 2 часика сегодня, получается, будет идти, ну. Хорошо, хоть не 40 минут. То если бы я тут вот эти компы не собирал полностью, то мы бы вообще где-то за час справились, Когда наверное. ты досмотришь историю Шея, твоя где-то жизнь изменится около того. навсегда. Ты должен закончить все дела перед тем, как войти в Анимус. Чё у нее с глазами? Чё-то такая нервная. Прям глаза бегают. Очень странно. Так, поехали. Эпилог. Ну или финал. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. Знакомое место. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покои короля, но я здесь только, чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Блин, красиво тут, капец. Покрасивее, чем в Unity, мне кажется. Более такое все яркое. Модельки NPC более яркие какие-то. О, стоят старые знакомые. Это он, Шарль Дориан. Не зря они эти 2 игры прям в один год выпустили. Типа вот, прошли Изгоя и нате вам. Идите, проходите Unity. Ни на что не намекаем. Нет, ни в коем случае. Ни на что не намекаем. Да, но в русской озвучке игра не нуждается. Так,
как многие персонажи на своих языках говорят. По лору они как бы субтитры читают, чтобы понять, о чем другой персонаж говорит, как и игрок. Ну, тогда да. Это тот случай, когда озвучка как раз не нужна. Ой, знакомое местечко. Да, знакомые люди, знакомое местечко. Мадам, что вы делаете? Oui, monsieur. Parlez-vous français? Может быть, когда-нибудь мы к Unity тоже доберемся. Но скорее в начале трилогия Эдсо, а уже только потом когда-то там Синдикат, Unity. И все, что останется. О! Арно только что там пробежал, я видел. А вот и он. Какие у них были глупые лица. Ай, отстань от меня, охранник долбанный. Ай. Чуть-чуть испортил. Разговор там. Этот стражник. Французские вайбы прекрасны. Угу. Жалко, что игра про Францию прям была в моменте там этой самой революции, когда все было такое мрачное, все везде горело, бунты, мятежи, все горит, все взрывается. А не вот какой-нибудь там такой вот красивый век Франции. Более ранний, чем до революции. Было бы, я думаю, еще более такое атмосферное и вайбовое французское времечко. Видел, какие у них были глупые лица? Я Арно. Элиза. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Шепчетесь тут, да? Эх, знали бы они. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Диалог прям из Unity. Ну, на то и расчет. Арно, где ты? Только в Unity, когда Мой там... сын Арно. Вы его не В видели? Unity, когда Арно видел, как убивали его отца, там даже, не знаю, даже тени не было мальчика. шеи. Я Как ищу будто он сына. испарился. Плюс народа там не было столько, сколько сейчас тут народа. Ну, вот и все. Предатель. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты. Старый Коннор. Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Стоять за принципы нашего ордена. Хотя, может, и всё, было что там нам столько дорого. народу, может, я просто уже Не подзабыл. раскрывать наши секреты и суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо.
Я Шей Патрик Кормак, тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новое уже близко. Да направит нас Отец Понимания. Да направит. Вот и все. Еще одни титры. Да, одна революция в Америке закончилась, так потом во Франции другая революция начнется. От одной революции к другой. Но эти две игры очень прикольно связаны. На тот момент, когда эти две игры выходили, наверное, прям неплохой такой хайп, наверное, даже был. Хотя, мне кажется, все, наверное, бежали в первую очередь Unity проходить, потому что она на тот момент более такая новая, прям для своего времени переделанная, популярная была. Там паркур, я знаю, довольно-таки новый, особенный был. А про изгоя многие, наверное, забыли, хотя правильно было бы, вот как мы сейчас узнали, сначала изгоя пройти, а потом переходить к Unity. По идее. Для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Ой, здравствуйте. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. За что пьем? Данные, которые ты извлек из памяти Шея Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. И недавно возродились вновь, под маской Abstergo Industries. И Entertainment. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец Понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Ну, Unity могла делать кучу народа, как тебе минимум. Откроется невероятное будущее. Ну, конечно. Да направит нас Отец Понимания. Ну, выбора мне не дали, но там явно было все понятно. Последствия этого выбора. Откажись, тебя пристрелят. Согласись, ты тамплиер. И все на этом. Вот теперь точно конец. Еще одни титры в мою коллекцию. Успели как раз до выхода Black Flag. Всего лишь за 3 стрима. За финальные. Я-то думал, будет намного дольше. Я-то уж боялся, что спешить придется. Ну нет. Еще даже чуть-чуть времени осталось в запасе. Еще можно будет Сталкера, наверное, даже чуть-чуть попробовать поиграть до выхода Black Flag. Или Ведьмака. Я-то думал, мы прям впритык успеем допройти, но еще время есть. Сколько там еще до флага? Пара дней. 9 числа он выходит, но вряд ли я прям 9 числа смогу постримить его, потому что он где-то там вечером выходит, пока там его скачаешь, пока он установится, пока там я его настрою под себя, чтобы все работало нормально. Либо прям какой-то поздний стрим, либо, скорее всего, где-то на пятницу или на выходные. Ну, как можно скорее я постараюсь. Так что еще пара дней осталось всего лишь. Паркур там все еще лучший в серии, насколько я понимаю. Не знаю, может в Shadows он уже получше. Потому что в Shadows его там тоже переделали нормально так. Теперь я не знаю, где лучше. Это надо прям сравнивать. В Unity свой паркур довольно-таки неплохой. А в Shadows там его тоже по-другому чуть-чуть сделали.
Если прям смотреть именно на паркур. Не смотреть там ни на сюжет, ни на главных героев, ни на что больше. Именно на паркур. Если сравнить, то не знаю, какой лучше. Это какие-то более... Люди в теме должны знать, кто сравнивал. Прям за день до конца скидок. Ну, или день в день. Скидки когда? 8 или 9 тоже заканчиваются. Притом где-то в день, по-моему. А он выходит под вечер. Вроде даже прям после скидок. Прям тютелька в тютельку. Совпадение? Не думаю. Так, можно скипнуть. Титры можно скипнуть? Нет, нельзя скипнуть титры. Да ну. Нельзя скипнуть титры. Эх. Но смотреть их 100 лет я тоже не особо хочу. Все-таки. Так что сейчас будем, если что, на титрах закругляться. Мне кажется, они будут идти полчаса, а то и дольше. Думаю, Shadows в любом случае не перебьет и юнитивский. Он Unity более точный и гибкий. Это я по роликам все смотрел. Не знаю. Это надо мне прям Unity еще раз перепройти, уже своими руками прям заценить и свое мнение сказать в сравнении. Прям по видео или там по другим мнениям, это, как мы уже знаем, это все равно другое. Но Unity, как я сказал, пока что в планах у нас нет. Когда-нибудь, может быть. А пока из ассасинов у нас остался только Black Flag и все. Больше никаких ассасинов в ближайшее время не планируется. А то это было бы слишком много ассасина. Когда-нибудь, может, мы еще к ним вернемся, к остальным частям. В оригинальном третьем ассасине тоже нельзя. Блин, значит, надо ремастер для изгоя тоже. Хотя бы, как минимум, для вот этой фичи. Довольно удобной. Со скипом титров. Так, титры выключить. Будем прощаться, значит. А то это ждать долго, наверное, пришлось бы. Я бы там просто проценты глянул в главном меню, сколько мы по итогу игры прошли. Но ладно уж. Сам для себя потом после стрима гляну. Тут и ремастер не нужен, как по мне, но скип можно было бы и добавить. Ну, чисто вот, да, ради вот этой одной фичи и все. Там все остальное можно и не трогать. Все тогда. Тогда все. Спасибо всем, что ли, кто смотрел это небольшое прохождение этого ассасина. Ностальгировали немножко. Дальше у нас на очереди Black Flag ремейк. Спасибо всем, кто смотрел. Может, кто-то молча был на стриме и в чат ничего не писал. Кто-то, может, в записи будет смотреть этот стрим. И всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, всем спасибо. До встречи на следующем стриме, который будет, может, сразу и по Black Flag, а может, мы до Black Flag еще что-то успеем постримить, какой-нибудь, может, Сталкер еще там, второй шанс ему дадим попробовать. Или Ведьмак, как я говорил. Посмотрим. Все, всем до скорого, всем удачи, всем пока.